Добро пожаловать в захватывающий мир юрского периода. Сегодня мы опять отправимся в Древний океан, чтобы исследовать жизнь одних из самых удивительных существ того времени. Это ихтиозавры, офтальмозавры и темнодонтозавры. Ихтиозавры были морскими рептилиями, идеально приспособленными к жизни под водой. С внешностью, напоминающей современных дельфинов, они обладали чрезвычайно обтекаемым телом и мощными ластами, благодаря которым они ловко маневрировали и развивали внушительную скорость в погоне за рыбой и кальмарами. Офтальмозавр – это уникальный представитель ихтиозавров, известный своими огромными глазами. Эти глаза были одними из самых крупных в животном мире, достигая до 25 сантиметров в диаметре. Они позволяли офтальмозавру отлично видеть на больших глубинах, где царила кромешная тьма. Он охотился на глубоководных кальмаров и рыбу, без труда ориентируясь в темноте океанских глубин. Тем временем на вершине морской пищевой цепочки находился темнодонтозавр, внушительный хищник, достигавший длины до 12 метров. Его мощные челюсти были вооружены впечатляющими зубами, способными справиться даже с крупной добычей, такой как более мелкие ихтиозавры и крупные рыбы. Его стратегия была эффективной и быстрой. Внезапная атака из глубины, после чего у добычи уже не оставалось шансов на спасение. Плезиозавры были одними из самых узнаваемых морских рептилий того времени. Их силуэт напоминал легендарного обитателя Лох-Несса. Длинная шея, небольшая голова и мощное тело, оснащенное 4 сильными ластами. Их плавание было плавным и элегантным, словно балет в замедленном движении. Эти животные могли достигать от 5 до 15 метров в длину и ловко охотились на рыбу и кальмаров. Одним из самых известных плезиозавров был криптоклит. Этот ловкий морской охотник достигал до 8 метров в длину и обладал длинной гибкой шеей с острыми загнутыми зубами, идеально подходящими для захвата мелкой добычи. Криптоклит обычно плавал в прибрежных водах и на мелководье, неспешно кружась среди водорослей и коралловых рифов, ловко выхватывая ничего не подозревающих рыб из их укрытий. Еще одним замечательным представителем этой группы был муренозавр. Он выделялся чрезвычайно длинной шеей, которая состояла из многочисленных позвонков и могла составлять почти половину длины его тела, достигая общей длины около 10 метров. Благодаря такой шее муренозавр был способен маневрировать и охотиться на добычу в самых труднодоступных местах морского дна, извлекая из щелей и расщелин морских существ, которые казались недоступными для других хищников. Еще 3 удивительных представителя юрского периода – плеозавр, леоплевродон и пеланеустус. Начнем с плеозавра. Мощный морской охотник, достигавший длину до 15 метров. Это было огромное животное с массивной головой, вооруженной огромными зубами, напоминающими кинжалы. Его мощные челюсти могли с легкостью раскусить практически любую добычу, от крупной рыбы до молодых плезиозавров. Плеозавр был настоящим гигантом и несомненным хозяином Древнего океана. Но даже у плеозавра был достойный конкурент – знаменитый леоплевродон. Этот хищник длиной около 10 метров обладал чрезвычайно острым обонянием, благодаря которому он мог обнаруживать добычу за несколько километров. Его массивное тело и мощные ласты позволяли ему совершать молниеносные рывки к жертве, делая его одним из самых эффективных охотников своего времени. Своими огромными зубами он с легкостью разрывал плоть крупной добычи, обеспечивая себе первенство среди морских рептилий. Также выделялся среди гигантов и пеланеустус, значительно меньший представитель плеозавров, достигавший около 3 метров в длину. Однако этот компактный размер давал ему огромное преимущество – ловкость и маневренность. Пеланеустус охотился на более мелкую добычу, такую как рыба и кальмары, стремительно преследуя их в зарослях морских водорослей и скалистых рифов.
Его узкие продолговатые челюсти позволяли с хирургической точностью ловить быструю и проворную добычу. Теперь перенесемся на сушу юрского периода. Посмотрим, кто жил в густых лесах, болотистых местностях и бескрайних равнинах. На обширных просторах, покрытой густой растительностью, правили невероятные создания – сухопутные динозавры. Среди них особенно выделялись два гигантских хищника – аллозавр и его близкий родственник – заврофагонакс. Аллозавр был одним из самых успешных и распространенных хищников юрского периода. Этот впечатляющий динозавр достигал в длину до 10 метров, а весил около 2 тонн. Он отличался сильными задними лапами, позволяющими ему быстро преследовать добычу, и мощными передними лапами с острыми когтями, которые помогали удерживать и разрывать жертву. Аллозавр охотился как поодиночке, так и небольшими группами, выслеживая крупных растительноядных динозавров, таких как диплодоки и стегозавры. Но даже аллозавр не был самым крупным хищником своего времени. В тех же самых землях господствовал еще один более внушительный охотник – заврофагонакс. Его название буквально означает «пожиратель ящеров». И это было заслуженно. Длина его тела превышала 12 метров, а масса могла достигать 4 тонн. Этот гигант был одним из крупнейших хищников, когда-либо населявших сушу. Заврофагонакс мог без труда конкурировать с другими крупными хищниками за территорию и добычу. Его стратегия охоты была простой, но эффективной – засада и молниеносная атака. Мощные челюсти, вооруженные длинными острыми зубами, позволяли ему с легкостью справляться даже с огромными завроподами. Не исключено, что именно заврофагонакс занимал верхушку пищевой цепи юрского периода, доминируя в древних экосистемах. Мегалозавр, название которого переводится как «великий ящер». Он вошел в историю как первый динозавр, официально описанный наукой. Он жил около 166 миллионов лет назад в юрской Европе. С длиной до 9 метров и острыми изогнутыми зубами мегалозавр был активным хищником, вероятно, охотившимся на крупных травоядных. Его тело было крепким и сбалансированным. Длинный хвост обеспечивал равновесие, а задние лапы – быстрый разгон. Этот динозавр был вершиной пищевой цепи своего времени. А теперь направимся из теплой юрской Англии в ледяную Антарктиду. Здесь в начале юрского периода, около 190 миллионов лет назад, жил другой хищник – криолофозавр. Его имя означает «замороженный гребенчатый ящер», в честь замысловатого костяного гребня, украшавшего его череп. Этот хищник длиной около 6-7 метров был не только опасным охотником, но и, возможно, использовал свой гребень для демонстрации и распознавания сородичей. Удивительно, но он жил в условиях, которые сегодня ассоциируются с вечной мерзлотой, хотя тогда климат был значительно мягче. Компсогнат – один из самых маленьких и ловких динозавров, известных науке. Размером с домашнюю кошку, этот проворный охотник быстро перемещался по лесной подстилке, охотясь на насекомых, ящериц и других мелких существ. Его скорость и сообразительность позволяли ему выживать в мире гигантских хищников. Компсогнат использовал стратегию быстрой атаки и столь же стремительного отступления, избегая встречи с более крупными соперниками. Юровинатор – еще один небольшой хищник, открытый относительно недавно. Его название переводится как «охотник из Юры». Длиной около метра юровинатор обладал грациозным телом и острыми зубами, идеально приспособленными для ловли мелкой добычи. Примечательно, что окаменелости юровинатора сохранили следы мягких тканей, что позволяет предположить, что тело этого динозавра было покрыто примитивными перьями или похожими структурами, которые помогали ему поддерживать тепло и, возможно, даже маскироваться в густых зарослях. Орнитолест, название которого обозначает «похититель птиц».
Он был немного крупнее, до 2 метров в длину. Его отличительной особенностью были длинные цепкие передние лапы с мощными когтями, которыми он ловко захватывал добычу. Несмотря на название, орнитолест, вероятно, охотился не только на ранних птиц, но и на мелких динозавров и других животных. Он был одним из самых успешных и универсальных охотников своей эпохи. Теперь поговорим о травоядных. Один из самых знаменитых гигантов прошлого – диплодок. Представьте существо длиной до 27 метров, шеей и хвостом, которые вместе составляли большую часть его тела. Его шею венчала небольшая голова, идеально приспособленная для срывания листвы с деревьев. Диплодок спокойно бродил по долинам и равнинам, ежедневно поглощая огромное количество растительной пищи. Его массивный хвост служил не только противовесом, но и мощным средством защиты от хищников. Одним ударом он мог отогнать даже самого настойчивого охотника. Другой величественный представитель завроподов – апатозавр, некогда известный как бронтозавр. Это внушительное животное, достигавшее длины до 25 метров и массы до 30 тонн, отличалось особенно мощным и крепким телом. Апатозавр двигался неторопливо и величаво, питаясь жесткими хвойными и папоротниковыми растениями. Благодаря своей массе и прочной структуре тела, апатозавр был практически неуязвим для большинства хищников своего времени. Теперь обратим внимание на более необычного завропода. Это брахитрахилопан. Этот динозавр существенно отличался от своих собратьев необычайно короткой шеей. Длина брахитрахилопана не превышала 10 метров, и он предпочитал питаться растительностью, растущей ближе к земле. Его компактное тело позволяло ему маневрировать в густых зарослях, добывая корм, недоступный другим гигантам с длинными шеями. Это был завропод, выбравший совершенно иной путь эволюции. И, наконец, маменхизавр, обладатель одной из самых впечатляющих шей в истории животного мира. Длина его шеи достигала почти половины от общей длины тела, составляя около 12 метров. Такой экстремальный анатомический признак позволял маменхизавру питаться листвой самых высоких деревьев, оставаясь вне конкуренции среди других завроподов. Представьте себе грациозное животное, медленно скользящее шеей среди ветвей, словно гигантский живой кран. Стегозавр. Этот динозавр длиной около 9 метров был известен своими эффективными костными пластинами вдоль спины и грозными шипами на хвосте. Его название переводится как «крышеящер», и несмотря на внушительный вид, он был мирным травоядным животным. Ученые предполагают, что массивные пластины служили стегозавру для регулирования температуры тела или же помогали отпугивать хищников и привлекать внимание противоположного пола. Вооруженный шипами хвост эффективно защищал его от нападений крупных хищников вроде аллозавров. Его ближайший родственник, кентрозавр, был чуть меньшего размера, около 5 метров в длину, но его защита была еще более впечатляющей. Тело этого динозавра было покрыто не только пластинами, но и острыми шипами, которые торчали вверх и в стороны, создавая почти непроницаемую броню. Живший в густых зарослях юрской растительности, кентрозавр питался низкорослыми растениями и папоротниками, предпочитая избегать конфликтов, но при необходимости был способен яростно обороняться. На фоне этих бронированных гигантов выделялся камптозавр. Ловкий и проворный травоядный динозавр, длина которого достигала 7 метров. Камптозавр передвигался преимущественно на задних лапах, что позволяло ему быстро убегать от опасности и доставать более высокие ветки растений. Его имя означает «сгибающийся ящер», что связано с гибкостью его тела и маневренностью, делавшей его жизнь среди гигантов более безопасной и удобной. И, наконец, самый маленький участник нашего рассказа – дринкер, длиной не более 2 метров.
Это небольшой, но очень проворный динозавр вел скрытный образ жизни среди густой растительности, избегая встреч с более крупными и опасными соседями. Питаясь мягкими листьями и побегами, Дринкер был одним из первых динозавров, для которых бег и ловкость были ключом к выживанию в суровом мире юрского периода. Отниелия. Этот проворный травоядный динозавр длиной чуть более 1,5 метров обладал грациозным телосложением, которое позволяло ему с легкостью избегать встреч с хищниками. Отниелия питалась мягкой растительностью, семенами и плодами, передвигаясь преимущественно на задних лапах, чтобы быстрее скрываться от опасности и легко маневрировать среди кустарников и зарослей. Благодаря своей скорости и осторожности, Отниелия успешно выживала в мире, полном гигантов. Анхизавр был небольшим травоядным динозавром около 2 метров в длину. Он передвигался преимущественно на 4 лапах, хотя мог вставать и на задние, чтобы дотянуться до вкусных листьев или веточек. Обладая стройным телосложением и длинной гибкой шеей, анхизавр легко добирался до труднодоступной растительности, избегая конкуренции с более крупными животными. Другим интересным представителем того времени был Массоспондил. Это был более крупный родственник анхизавра, достигавший в длину около 4 метров. Его отличительной чертой была длинная шея и мощные передние конечности с острыми когтями, которые он использовал для добычи пищи. Несмотря на внушительные размеры, Массоспондил был мирным травоядным, питавшимся листьями и побегами растений. Незадолго до первых птиц, до появления гигантских птерозавров, небо юрского периода уже принадлежало одним из первых летающих позвоночных. Рамфоринх – это птерозавр, живший около 150 миллионов лет назад. Он был сравнительно небольшим. Размах его крыльев составлял около метра, но несмотря на скромные размеры, Рамфоринх был великолепным летуном. Его длинный хвост с ромбовидным окончанием действовал как стабилизатор, помогая сохранять равновесие и маневрировать в полете. Зубастая пасть Рамфоринха говорит сама за себя. Он был ловким охотником. Его острые изогнутые зубы идеально подходили для захвата добычи. Он нырял над водной поверхностью, ловя добычу прямо на лету, как современные крачки или стрижи. Ученые предполагают, что рамфоринхи, как и современные морские птицы, могли гнездиться на прибрежных скалах и вести колониальный образ жизни. Хотя рамфоринх был далеким предком более поздних птерозавров с огромным размахом крыльев, его строение тела показывает нам начало великого эволюционного эксперимента – завоевание неба. Эти летающие рептилии стали первыми позвоночными, освоившими воздушную стихию. И, наконец, расскажем о существе, которое занимает особое место в истории жизни на Земле. Это Археоптерикс. Он был не просто древней птицей и не просто динозавром. Он был связующим звеном, живым переходом между двумя великими эволюционными мирами. Это рептилия и птица. Археоптерикс жил около 150 миллионов лет назад в позднем юрском периоде. Его останки были впервые найдены в известняках Баварии, в древнем архипелаге, где некогда бушевали теплые лагуны и росли тропические рощи. Размером с голубя Археоптерикс обладал чертами как птиц, так и динозавров. Перья, крылья и ключица, как у птиц, но зубы, длинный костистый хвост и когти на крыльях, как у тероподовых динозавров. Летал ли он вообще? Большинство ученых считают, что да, но не как современные птицы. Его полет был, скорее всего, небольшим, похожим на планирование между ветками. Возможно, он взмывал с земли короткими прыжками или спускался с высоты, словно белка-летяга. Такой стиль передвижения помогал избегать хищников и охотиться на насекомых и мелких ящериц. Археоптерикс не просто древняя птица. Это живая иллюстрация того, как постепенно, шаг за шагом, природа преображала наземных хищников в воздушных скитальцев.
Он не был ни полностью динозавром, ни настоящей птицей. Он был переходом, поворотным моментом в истории эволюции. Понравилось видео? Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Подписывайтесь и узнайте много интересного, а также жмите в колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видео от канала «Реальное нереальное».